Всем привет! Сегодня буду варить пиво. Пиво у меня сегодня будет совсем необычное. Пиво у меня будет на основе фиников. Дело в том, что я недавно проводил эксперимент по получению финикового вина. Эксперимент наполовину удался, то есть вино получилось супер ароматное, но при этом вкус у него совершенно пресный. В данный момент я работаю уже над вкусом, то есть поставил новую емкость с вином. Скоро она сбродит, и я вкус усовершенствую. Но вот я подумал, а почему бы из фиников не попробовать сделать пиво? Вообще-то все, кто сталкивался с изготовлением пива, знают, что для этих целей используется ячменный солод. То есть там специальная операция по осахариванию этого солода идет. Или как пивовары говорят, затирка. То есть это довольно-таки трудоемкая операция, где там солод нагревают до определенной температуры, выстаивает его, и все для того, чтобы крахмал солода превратить в сахар. Здесь уже есть сахар в этих финиках, поэтому вот эту операцию можно избежать. Аромат получается шикарный, вкус пресный. И для того, чтобы вкус был такой пивной, я просто туда добавлю хмеля. Я думаю, все должно получиться. Я как-то уже делал пиво по-старорусски, пиво на меду. То есть вместо вот этого ячменного солода использовал мед. Получилось довольно-таки неплохо, но очень дорого. И думаю, что если я сделаю на финиках, во-первых, будет дешевле, во-вторых, аромат будет совсем другой. Ну, в общем, предполагаю, что пиво получится хорошее. Не знаю, как будет на самом деле, но попробую. Значит, мне для того, чтобы сварить пиво, нужно 600 грамм фиников. Здесь это на килограмм. Сейчас отмерю 600 грамм. Значит, буду делать в кастрюле и потом в 3-литровой банке. То есть эксперимент будет совсем небольшой. Эксперимент будет на 3 литра. Получится хорошо, не получится, ну, вылить будет не жалко. Ну вот, закинул в кастрюлю 600 грамм фиников. Залил водой. Сейчас отмеряю хмель. Хмеля нужно 3 грамма. То есть тут 3 литра будет, 3 грамма хмеля. Ну вот, отмерил 3 грамма хмеля. Даже чуть побольше. Но пусть будет немножко побольше горечи. Все закидываю в кастрюлю и варю. Ну вот, сусло закипело. Если обычно сусло вместе с хмелем варят где-то около часа, бывает час 20, то я буду варить поменьше, потому что хмель у меня гранулированный, то есть там в виде пыли получается, поэтому сварится быстро. Я думаю, что полчасика, наверное, хватит. Ну, посмотрим, пока пускай кипит. Ну вот, прошло полчаса. Надеялся я, что финики разварятся, но нет, они часть разварились, часть нет. Значит, по запаху, ну, сначала, когда только закипело, запах был какой-то странноватый. Я думал, не сочетается хмель с финиками, но вот проварилось сколько-то. И стало пахнуть очень шикарно. Такой фруктово-хмелевой аромат. Очень интересно, что получится. Короче говоря, сейчас ставлю на балкон остужаться. Хотя есть более быстрый вариант остудиться. Это поставить просто в таз с холодной водой, периодически перемешивать и менять воду. Тогда можно остудить минут за 20. Но так как я никуда не тороплюсь, поэтому пускай остывает потихоньку на балконе. Ну вот, сусло остыло. Сейчас переливаю в 3-литровую банку и добавляю дрожжей. Только надо сначала рассчитать, сколько дрожжи будут пивные. Ну вот, перелил в банку. Вышла почти полная 3-литровая банка. Значит, хотел рассчитать, сколько нужно дрожжей. Дрожжи вот такие пивоваренные, сухие. Ну вот, отмерил 1,5 грамма. Чуть меньше, потому что тут в банке тоже чуть меньше. Все высыпаю. И все ставлю в теплое место бродить. Ну вот, через 2 часа сусло забродило. Так вот бродит. Запах офигенный. Ну вот, пиво сбродило. Финики очень странно не распались почему-то. Но судя по такому вот цвету, процесс прошел нормально. Значит, смущает немножко вот такой вот белесый налет сверху. Я сначала думал, что это плесень, но нет, это, видимо, остатки дрожжей, потому что дрожжи были верхового брожения.
Вот. Остались они немножко по бокам, вверху. Так. Пахнет очень приятно. Сейчас процежу и буду ставить на карбонизацию. Ну вот, слил. И в отличие от прошлого раза, когда я доставал косточки из фиников, потом эти финики распадались и приходилось эту кашу отжимать. Тут отжимать ничего не пришлось. То есть ягоды стали целыми, немного гуще. И вот почти прозрачное сусло. Это, я думаю, лучший вариант, чем чистить, и потом мучиться с отжимом. Вот сейчас открыл финик. Думал, может, он внутри еще сладкий. Думал, может, не все сахара перебродили. Нет, он горьковатый немножко. Сладости нет нисколько. Поэтому вариант неплохой с такими целыми ягодами. Вот. Пришлось мне все-таки гущу отжать, потому что просто так ведро не выкинуть. В унитаз смывать такое нельзя. Поэтому отжал, выкинул в ведро, и осталось еще вот столько вот жижи. Я думаю, добавлю ее в брашку. У меня там брашка стоит. И перегоню. Все-таки здесь какое-то содержание спирта есть. То есть все в дело. Так, карбонизировать сейчас буду по такой же схеме, как обычно. Вернее, не по такой же, но типа такой же. Я раньше клал 1 чайную ложку декстрозы. Сейчас кладу 2. Вот, для того, чтобы было побольше газа в пиве. Оно еще получается более пенным. Хотя, будет ли пениться вот это пиво, неизвестно. Все зависит от плотности сусла. Так, засыпал. Сейчас ситечко вот такое мелкое. И через него наливаю в бутылку. Ну вот, перелил в бутылку. Как раз вышла 1,5. Еще вот столько вот осталось. Можно попробовать, как оно на вкус. Значит, выдавливаю с нее воздух. И когда сусло подойдет уже кверху, завинчиваю пробкой. Вот оно уже здесь. Ну вот, прошел месяц с тех пор, как я поставил пиво на карбонизацию. Сегодня буду дегустировать. Карбонизация, думаю, прошла не совсем успешно, потому что бутылка вот такая вот мягкая. Обычно она как камень. Видимо, нужно больше декстрозы добавлять. Ну, как говорится, лиха беда начала. Попробую, если оно действительно получится вкусное, то можно дальше продолжить эксперименты. Значит, на закуску у меня сегодня сибирский хамон. Это вяленая косулятина. Прислал мне ее один зритель из Красноярска. Значит, я уже пробовал ей закусывать самогон. Закуска классная, а вот с пивом еще не пробовал. Сегодня попробую. Ну и карасики. Если что, можно ими закусить. Так, нарезаю сначала хамончик. Ну вот, нарезал миска. Вот такое вот оно красивое, ароматнейшее. И кусочек рыбки отрезал. Значит, сейчас открываю. Да, загазировалось не очень. А нет, вроде, ну-ка. Цвет какой приятный. Так. Пробую на вкус. Ой, ароматнейшее. Блин, пиво изумительное вышло. Офигеть. Я что-то, честно говоря, даже не ожидал. Аромат фиников и хмельная горчинка. Вообще классно. Да.
Ну-ка еще. Блин, шикарнейшее пиво вышло. Мне вот кажется, чуть-чуть больше хмеля, наверное, наложить. Мало горчинки. Да, чуть-чуть побольше. Хотя, хрен знает, пока еще разок. О! Вот это я понимаю пиво. Ну вот, допил кружку, подзакусил. Ну, что хочу сказать. Это вышел шедевр какой-то. И вкус, и цвет, и запах. Все на высшем уровне. Блин, мне понравилось. Так, еще кружечку. И, кстати, уже запьянел. Пиво вышло крепчайшее. И самое главное, особо делать ничего не надо возиться с солодом, процеживать его, осахаривать. Все очень быстро и очень вкусно. Интересненько, интересненько. Так, и, кстати, мне понравилось закусывать больше рыбой, почему-то вот это пиво. Это просто праздник какой-то. Ну что, хочу выпить сейчас за подписчиков. Всем спасибо, что подписались, что смотрите. За вас. Шикарно, шикарно. Я вот думаю, может его запатентовать. Надо так-то глянуть в интернете. Делал, кто не делал финиковое пиво. Кстати, спасибо Артему с Красноярского края за хамон сибирский. Шикарная штука. Ну и сейчас хочу подвести итог моего эксперимента. В общем-то, эксперимент удался. Пиво получилось шикарное. Единственное, я бы немножко хмеля добавил. То есть, ну, буквально на 1 грамм, может быть. Чтобы было немного побольше горчинки. Аромат шикарный. Крепость, да, с крепостью. Очень крепкое пиво. То есть, я вот еще 2-ю кружку еще не допил. А уже очень сильно запьянел. Хорошо это или плохо, не знаю, но, наверное, все-таки надо фиников немного подуменьшить. Думаю, что если я допью всю эту бутылку, то буду очень сильно пьяный. Да, скорее всего. В общем, надо еще раз попробовать сделать такое пиво. С учетом вот этой дегустации. То есть фиников чуть-чуть положить поменьше, хмеля чуть побольше. Я думаю, будет вообще шедевр. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч.